Всем привет! Я Александра Гармажапова. Основной целью войны Кремль заявил денацификацию Украины. Якобы по Украине толпами бродят бандеровцы, мечтающие уничтожить все неукраинское население. Мы решили узнать из первых рук, так ли это, и узнали мы об этом от украинских бурят. Да, такие тоже есть. Меня зовут Антон. Меня зовут Татьяна. Меня зовут Цариндаржиева Юлия Батавина. Меня зовут Аюна Морозова. Я родился и провел свое детство в городе Улан-Удэ, Бурятия. Я родом из небольшого поселка Наушки. Это последняя пограничная станция на границе с Монголией. Кяхтинский район. Я наполовину бурятка. Родилась и живу в Украине, в Киеве. Я родилась в деревне Укыр Боханского района Иркутской области. С 92 года я живу в Украине. В школьном возрасте наша семья переехала в Украину, в город Ужгород. Это самый западный областной центр в Украине, еще западнее, чем Львов. И при этом я воспитывался русским отчимом. Мой отец Цариндаржиев Бата Рабданович родился в Москве. В детстве переехал с семьей в Украину, потому как его отец Цариндаржиев Рабдан Добрилович был военным полковником и по службе был направлен в Киев. У отца еще есть старший брат и сестра, которые тоже длительное время проживали в Украине с семьями. С 91 года я живу в городе Харькове, Украина. Мои родители познакомились в Чите. Мама у меня бурятка, а папа украинец из Харькова. Папу по распределению отправили в Советском Союзе работать после института в Читу. Там родители познакомились. Со временем они жили в Багдарине, но родилась я в Укыре, там, где находится и до сих пор живет семья мамы. Моя семья переехала в Западную Украину, когда я был во 2 классе, то есть около 7-8 лет. Там я закончил школу, университет, нашел свою первую работу и проработал там до 27 лет. Это был 2014 год, когда я переехал в Штаты. Переезд мой с событиями в Украине никак связан не был. И ни мои дедушка с бабушкой, ни дяди с тетей, сестры, братья, ни я и мои сестры никогда не испытывали никакого давления насчет того, что мы не украинцы, что разговариваем не на украинском языке. В Украине нет нацистов, нет фашистов. Никто никого не преследует ни по языковому, ни по национальному признаку. За все время, пока я жил в Украине, в западной ее части, я не припомню никаких проблем на расовой почве. Логично, они должны были бы у меня быть, если бы это была нацистская среда или даже white supremacist среда. Но за все это время у меня не было с этим никаких проблем. Пока я ходил в школу с 3 по 10 класс, потом пока я был в университете, пока я был на работе. Причем когда я был ребенком школьного возраста, это был конец 90-х, и были разные ситуации. Там и гопники, и какие-то дворовые разборки и так далее. При этом я чувствовал себя как один из многих местных детей, несмотря на то, что выглядел я по-другому. Я, проживая в Украине, да, разговариваю на русском, потому что в семье моей это так было принято. Моя мама, она украинка, но тем не менее, в то время, когда она училась, было мало классов в школах на украинском, такое было время. Я получала образование на украинском. Считаю нормальным получать образование на языке той стране, в которой ты живешь. Как говорится, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Также я путешествовал по Украине. В особенности много раз бывал во Львове, и у меня там есть много друзей. Там я также не сталкивался ни с какими проблемами. Мы все очень любим ездить по Украине, в том числе, в первую очередь даже на Западную Украину. Все мы обожаем Львов, Карпаты. Никогда ни я, ни мои друзья, ни мои родственники не встречали никаких негодований, ущемлений по поводу того, что мы говорим не на украинском языке. Это полнейший бред. Все, кто когда-либо был в Украине, все, кто когда-либо путешествовал, все это подтвердят. Я до последнего не верила. Я не верила 23 числа. И 24 числа рано утром, когда меня разбудили друзья и родственники о том, что нас бомбят, я не верила, мне показалось, что я сплю. Но когда услышала взрывы, все стало на свои места. Я вывезла своего сына по имени
Эрдени с бурятским именем мальчика в Литву. Если бы я хотела, чтобы нас спасли, наверное, бы я сына вывозила в Бурятию. В Украине чудовищное преступление совершит Россия, российские войска. Происходит настоящий геноцид украинского народа и нас, граждан Украины, которые не являются этническими украинцами и при этом разговаривают на русском языке. Бомбят, стирают с лица земли города, бомбят роддомы, детские дома, больницы. Очень много потерь среди мирного населения. Уже более 100 детей погибли и очень много детей раненых. Последний год я проживала в Ирпене, который сейчас крушится просто невероятно, в котором уже обстреливают просто мирных жителей, которые хотят уехать. Обстреливаются автомобили с надписями «Дети». То есть я лишилась сейчас 2 домов. В Ирпене и в Киеве, откуда я уже вывозила свою маму, которая все это время пребывала в подвалах, в страхе, что сейчас сбросит бомбу и на ее дом. Чем дальше, тем действия солдат российских, они просто зверские. Этому нет оправдания. Вообще, этому нет оправдания. Пожалуйста, если вы можете хоть как-то повлиять на эту ситуацию, сделайте это. Мы очень просим. Потому как это огромное горе сейчас не только для Украины, для России в том числе. Я сама лично попала под артобстрел в Харьковской областной государственной администрации. И лежа под завалами несколько часов я молилась на всех языках, которых я знаю, всем богам, которых я вспомнила. Молилась и плакала, чтобы меня достали оттуда, чтобы меня услышали. И мы все в шоке от того, что нам присылают видео, якобы здесь у нас нацисты, флаги кругом нацистов, и проводят непонятно какие мероприятия. Этого всего нет. И как бы донести почему-то нам не получается, что, друзья, это все ложь, этого нет. Приезжайте и смотрите сами, почему нужно верить непонятным людям, когда ваши родственники, у вас у всех тут есть родственники, говорят вам обратно, и вы нам почему-то не верите. За 20 лет проживания в Западной Украине у меня не было проблем на расовой почве, потому что Украина – это интернациональная страна, которая с открытыми объятиями принимает всех гостей, кроме тех, которые приходят к нам с оружием. Ребята, земляки, я вас умоляю, гибнут дети, гибнут наши дети. Мои сыновья – граждане Украины, мои племянники – граждане России. И фактически мы сейчас находимся в такой ситуации, когда они по чьей-то злой воле должны убивать друг друга. Это неправильно, и это нужно остановить.